Всем привет, доброе утро. Переночевали хорошо. В 3 часа ночи подбросил дровишек немного. В спальник не залазил, было тепло. От печки жарило так, что было страшно, что спальник расплавится. Поэтому я его подтянул подальше сюда, ближе к поясу. И то уже ближе к утру начал укрываться, а так просто сверху него лежал. Так что печь, конечно, зверь. Вот. Недавно проснулись, 7 утра, сейчас Юра уже собирается на рыбалку. Хоть рука у него и распухла, не знаю, как он сможет забрасывать спиннинг. Вот. Но здесь от него тоже будет немного толку, скажем так. Тяжело ему будет с больной рукой и работать, поэтому пусть хоть поищет судака с эхолотом, полазит. А может и удастся что-то поймать. Ну а я сейчас подкину дровишек, заварю чайку и буду продолжать работу. Юра, колесо отвалилось. Почти моментально закипел чайник. Давление нужно померить, что-то непонятное ощущение. Я до сих пор не могу понять, высокое мне или маленькое давление по ощущениям. Вот когда нормальное, я точно понимаю. Ну да. Повышенное. У меня непонятно, сейчас расскажу. С чем связаны эти скачки? Я до сих пор не могу разобраться. Ну вот, раньше было стабильно высокое, причем могло быть и за 200. Сейчас же, вот я пью медикаменты. У меня такие мощные таблетки, но я уже не пью целую таблетку, даже не пью половинку, пью маленький кусочек, там, 1/4 часть, наверное, от таблетки. Вот. И мне стало даже такой небольшой дозы достаточно. И помогает, причем не только они суточного действия, но помогает мне где-то на 3-4 суток. У меня нормальное давление, плюс-минус 120/80. Даже ниже бывает, там 110/70, даже еще ниже. Я думаю, что больше пить просто нельзя, потому что можно вообще остановить моторчик. Что, пора завтракать, да? Ты не туда побежал, Карлс. Да, вкуснятина получилась, сам бы ел, да Карлосу надо. Так, наверное, так не вытрусим. Нет, получилось. Что ты вытащил? Карлос, не наглей. Я так давно холодца не ел. Смотри, сейчас съем. Вот тебе. Сейчас подготовлю раствор. Вчера мы что-то напутали с пропорциями. Сильно много получилось песка. Ну, точнее, ракушки. Вот, и уже по темному взяли еще ведро глины, замочили. Но ночью уже не стали, в смысле, по темному не стали продолжать кладку. Потому как можно было такого настроить, что сегодня бы пришлось переделывать.
Короче говоря, делаю раствор и продолжаю укладывать чурочки. По-моему, очень густой. Надо добавить водички. Да. Карлос, иди погрейся. Никто не съест за тобой. А ты уже справился, бегемотик. Холодно, дрожит, но есть не перестанет. Вот молодец какой. Как в тебя столько влазит? Целая кастрюля. Я бы столько не съел за раз. Ах, водичка ледяная. Карлос, ты забеременел? Холодно на улице, поэтому не растворяется хорошо глина. Есть еще комки, хотя всю ночь пролежала. Ну, пролежала. Прокисла. Ладно, может, разобьется миксером. Ну что, раствор готов. Можно снимать баннера и подготавливать поленья для укладки. Что-то у нас вчера пошло не по плану. Точнее, не по веревочке. Карлсончик, ты наелся? Еще будешь кушать? Видно здесь, насколько криво был рез, когда пила, цепь затупилась. Видимо, где-то на гвоздь или на саморез попали, когда разбирали землянку, ну, столбы от землянки. Вот. И после этого вот так начала пилить. Короче, я его поколю на четвертушке, и можно будет закладывать, хотя бы как-то его использовать. Ну, помимо дров, конечно. Да ты посмотри.
измеряем. Вот. Ну так покрасивее-то будет. Намного красивее, конечно, когда, ну как на срубе, круглые такие торцы. Вот. Вообще, конечно, мне намного больше нравится такой спокойный, размеренный темп работы. Никуда не лететь, не гнаться за объемами, а делать аккуратненько, чтобы глаз радовало. Вот. Но нужно спешить. Скоро будут белые мухи полетят, морозы. Поэтому либо так, либо уже в следующем году. Я сильно не спешу, потому что пила уже начала отключаться. Это говорит о том, что аккумуляторы разряжены, и это последняя пара. Холодно, быстро они на морозе разряжаются. Я их поставил недалеко от печки, чтобы, может быть, немного наберут емкость. В общем, поэтому не спешу. Раствора еще много, а вот поленьев, чурок практически не осталось. Как-то мы не рассчитали электричество в этот раз. Обычно хватало с запасом, и одну пару я забирал заряженную, а в этот раз как-то так. Маловато кольчушка будет. Что-то попадаются короткие. Видимо, обрезок, остаток, который от целого бревна был. Я вот видел, есть какой-то инструмент такой специальный для обдирания коры. Интересно, справится ли он с корой дуба. Она довольно плотно держится. Это только когда он упадет, поваляется, подгниет, тогда она легко отходит. А сейчас прямо вот так топором надо ее срезать. Пенечек такой. Вот так. Если швы вот так сразу не замазать хорошенько, то потом оно подзабудется, а потом, когда уже высохнет, будет намного сложнее замазывать, и будут сплошные отверстия насквозь. Кое-где я видел такие. У нас есть, и ночью, когда холодно, из них тянет. Карлос у меня как термометр. Он если нос прячет под себя, значит прохладно. Нужно дровишек подбросить. Карлос разбудил. Потягуйся, потягуйся. Так. А что ты молчишь, что прогорело уже почти?
вперемешку откровенно такие мокрые, промокшие и немного сухие. И тогда она не так уж сильно жарит. Ну вылазь, вылазь. Давай, толкай. Иди, иди, сходи в туалет. Тебе полезно. Не будешь такой пузатый. Давай, заползай. А двери кто закрывать будет? Так. Так. Отлично, как тут и был. Карлос тявкает. Юра, наверное, возвращается. Что-то он быстро. Пойду встречу. О, охранник какой с дерева. Отгоняет всех. Медленно идет, наверное, рыбы много. Ты где там ходил по дереву? Говорю, ты уже все или за мной? Говорю, медленно идешь, рыбы значит много. Полная лодка. Да, рыбы очень много. В воде было очень много рыбы. В эхолоте? На эхолоте, да. Давай вдвоем. Да, ее сейчас надо на колеса поставить. Чайник не есть. Чайник пить. Ну да. Что ты тут в тишине насиделся? Порядок. Да ну, пока таблеточка подействовала. Посидел чуток. Да, хорошо. Так, ты на мастерке, мне надо то там глину подмесить, то подкинуть, то это ну, всегда в занятости. А так ты сам себе хозяин и не спеша себе вот делаешь. Ну, это мой темп, я так привык, я так люблю. Вот. Нет, понятно, что ну, вот, когда ты на работе, да, тебе нужно бегать все время, успевать, Не, все. ну,
А когда вот я сам, я вот делаю вообще на расслабоне. Захотел, присел. Меня, я Нет, а никого ты- этим не задержу, никому. Слышишь, Понял? я тебя понял. Но ты на расслабоне, ты ж не забывай. На расслабоне ты лишь... Смотри, ну, как на расслабоне. На расслабоне бревна напилены, замес практически сделаны. Ну, И ты да. потихонечку, раз-раз, не Да. спеша, да. А если самому брать, Ну, а понятно, ну-ка, это надо намного пойти дольше. бревна натягать, потом их распилить, потом песка принести, потом Понятно, самому что все на сделать. несколько дней растягивается. Ну, Да, да. Видишь, все-таки не зря мы взяли что-то перекусить. И потому как в прошлый раз мы планировали с Алексеем, что ничего не будем брать с собой, а приготовим здесь. Но оно получается так, как работы здесь очень много, будем говорить, и некогда, в принципе, даже готовить. Лучше бы... ну-то есть когда, но не хочется тратить время на приготовление. Ну да, потому как приготовить нужно это как минимум час-полтора, а то может быть и два. Его нужно потерять. Я тоже, в принципе, даже не хотел сегодня ехать и на рыбалку. Что-то мне предчувствие такое было не очень хорошее по поводу рыбалки. Я и не... и они мне, как говорится, не подвели мои предчувствия, потому как, ну, не было вообще просто, Леш, не было ни одной поклевки. Вообще просто, даже ни намека. И я подъезжал, спрашивал у людей. Нету. Нету, говорит, поклевок. Тишина. Готовить будем всякие кулинарные шедевры, когда уже зимой придем на зимнюю рыбалочку, придем, замерзшая, печка тут горячая, сразу туда сковородочку и что-нибудь с бацаем. Да. Ну вот есть это. Ух ты, Карлос, ты так врываешься, как не знаю кто. А спать, конечно, было тепло, хорошо. Вот это ты растапливал, когда наложил, помнишь, сухих на дно, а сверху костерчик такой распалил. И оно как раз горелось сначала, это просто. Да, жарко было. А потом мы уже степенно начали топить, оно уже упало. И ночью было не жарко спать, было хорошо спать. Ну да, я в 3 часа, не знаю зачем, подбросил. В принципе, еще... ну просто стало вообще комфортно. То было жарко, а стало Ну да, ты комфортно. думаешь, Но я думаю, посмотрю остынет? время, 3 часа. Думаю, ну еще спать пару часов точно, надо подбросить хотя бы чуток. И оно как раз и нормально было. Я под самое утро уже только сверху накрыл спальник, на себя накинул. Да. Было бы нормально, если я бы не подбросил. Я же еще тоже ходил, и я. Это Я пошел, сейчас тебе скажу во сколько. Темно было. Наверное, было часов 5, наверное, было. Перед самым утром. Положил, думаю, чтобы не, не это жарко. самое, не жарко было, да. И тут пособирал вокруг. Тут такая печка, да, получилась, что ее нужно топить сырыми, чтобы не было сильно жарко. Да. Только при Ну, ростовке. как раз на зиму хорошо. Они зимой, Ну, если со снегом положил. да, они зимой, в принципе, все влажное дерево. У меня чуть-чуть палец отошел. Уже не горит так, как вчера. Хотя я утром еще встал. Отрыбал. Мне просто... Ну, он и сейчас так, видишь, он такой красный такой. Вот этот вот сустав. Ну так, немножко более-менее. Вчера я вообще не мог им пошевелить пальцем. Сейчас мы его подогреем под Какао. какао-као. Так, ну что тут у нас? Чайничек закипел, Лёш. Закипел. Опа. Ну, а тут вот еще одна какао. Ты же говорил, у тебя одна осталась. Нет, Точно тут- две? Вот их тут еще и 3 осталось. Значит, Вот две давай осталось. Тоже, На, тоже какао. только без молока. Сейчас сначала имбиря. Опа, есть. Сначала полезное, а потом вкусное. Ну да. Ох и горькая гадость. Булочек нету, блядь. А надо было бы с булочкой сейчас. Карлос, наелся? Костей повыпрашивал сколько.
Холодца полную кастрюлю впорол. Что, он и юшку съел? Все, поел, чи нет? Юшку не съел, как обычно. Если бы ему не давали кости, он бы пошел бы, может, и подъел бы еще юшки. Ну да, вот такое дело. Я уже сам давно холодца. О, кстати, сейчас холодно, можно с собой холодец брать. Нужно будет приготовить холодец и сюда брать. Вот. Ну и есть такой закон: после вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается полежать. Поэтому я тут немножко 5 минут полежу и примемся за работу. Ты дома делал на одном молоке? Да, я какао делаю, просто молоко грею, без воды, короче. Нормально, помню, на помню. натуральном молоке. Вкусно, конечно, намного больше А, получается. не, ну конечно, если на чистом молоке делать, то это да. Я уже, если честно, это какао не пил, уже забыл когда. Кстати, оно же сейчас продается в магазинах. Раньше, напомню, вот таких вот по 200 грамм в пачечках какао продавалось. И вот это я помню, что родители и матушка готовила его. Помню, большую кастрюлю такую, как наварит, порог, она остынет, потом порог поставит и бегаешь ее пьешь кружками. Как компот. Раньше его пили. Слышишь, Леш? Да. Ну вот у меня один вопрос, то, конечно, такой. Мы что хотели здесь окошко выложить, Ну, тоже кстати. вариант. Так мы уже, считаю, все закончили, получается. Окошко вставить и готово. Не, ну там вот то окошко небольшое. Его можно, впрочем, его высоко само, наверное, не надо ставить под самый верх. Его так, чтобы в печурке печечка было видно, что готовить. Ну, как мы с тобой разговаривали, оно будет светить. Вот, например, этот ряд сейчас, который вот это вот тут доложил, 2 ряда, вот, взять, сравнять его, вот этот 3-й ряд, и положить окошко. Как ты думаешь, или выше поднять его? Можно выше поднять Может быть и так, на да. 2 ряда. Ну, то И есть оно как раз будет, вот если этот ряд выровнять, то будет в уровень с тем окном, что ну да, справа. да. И Вот будет и будет она свет на печку, свет на чтоб печечку готовить будет, да. виднее там. Готовить виднее, да, там. Что там, как. А так В общем-то, да. Ну и лежа так выглянуть. в окошко туда Ну, прямо, кто да. пришел во двор. Да. Брать топор или Или приглашать цветы. приглашать, да, или доставать стакан. Да. Она не крутится такая, кувыркается. Кстати, ты знаешь, подойди сюда. Да я отсюда чувствую. Тут, как тут жарит. стоять нельзя. Это вообще, тут просто отсюда жарище идет. Я вот вспомнил, часто замечания делали. Говорю, какой кривой рез получился, да, после пилы. Мыши опять скачут. В рюкзак мне заскочила, зараза. Что сделаешь? А мне пишут, мол, пила не режет, а пилит. То есть, получается, ну, кривой пил. Или, ну, как считаешь? Нет, кривой рез. Кривой пил, кривой рез, это практически, ты посмотри, значит, есть очень много видео, там и так и говорится, кривой рез, кривой пил, да, это можно спил кривой, ну, по-разному говорят. Это точно так же, как, мне кажется, как со словом ракушка. Ракушка, ракушка, кривой пил, кривой срез. Ну, типа того. Ну, по-разному люди говорят, я думаю, так.
Карлос, а ну пойдем проверим, ты доел? Ну почти. Немножко осталось. Где ты лазил? Весь грязный. Что ты опять выкопал? Так, вот сюда на угол я подрезал. Не знаю, влезет, нет. Отлично. Так, все. Ну и это смотрится так классно. С рулежками, как-то изба, да? Как и было задумано, ты хочешь сказать, да? Вот так. Да. Кривая. Я сжимал, чтобы прямо под веревку, то если совсем толстая. Она, да ну, там такого, наверное, у нас и нет. Ну, если с этой стороны отрезать, то самое большое. Ну, как хочешь. Давай, еще. Опа, отлично. Так, ну-ка примеряем. Сюда? Да, да, да. Я пошел за окошком. Окошко будем ставить. Сегодня, да? Ну, а когда? Ну да, в принципе, у нас же саморезы есть. Сейчас его расклиним и все, и установим, да? Ну и все. Уже со шторочкой. Уже со шторочкой. Надо, наверное, открутить, чтобы не мешалось это все. Ну да, а вон, они не там, на подоконнике. Сейчас я вынесу. Но здесь без штапиков. Вроде как я, наверное, на силикон приклеил. Держится хорошо. Ну что, давай, Да. окошко. Торжественно устанавливаем четвертое окно. Сделаем его как все в серединке, или чтобы там было подоконничек побольше. Не, в серединке сделать, что, зачем нам подоконничек? Нам здесь Так. вот так вот, да. А, ты хочешь в одну сторону плотно? А я не знаю, да, как лучше сделать его. Или с обоих сторон. Мы его, может, даже ты сюда установить. Просто вот так вот. А там облаживать вот так. Ну, будет неудобно. Все равно. Не, можно действительно прямо его вот так вот прикрутить сюда, вот так вот чуть-чуть наискосочек. А сюда влезут рядок чурок. Ну, я в
принципе. И оно сейчас будет прямо держаться. И мы уже можем смело сказать, что у нас окно установлено. Слышишь, а если мы сделаем точно так вот, если сюда мы вот так вот будем чурки влаживать, Ну, вот так вот срезать, и вплотную к этому, а там влезет, нет? Как лучше нам сделать? ты имеешь в виду? Да. Ну да, там бы красивее Да. было весь ряд доверху. Давай ну, тогда наоборот сделаем. Да, так. вот так вот, да. А да. туда будем вырезать чурки. Вот так? По Вот чуть-чуть. так, да, молодец. А красиво закрутил. Все. О, Вот. все, теперь тут оно. А тут мы с этой стороны чурки ложим большую чурку, и чтобы она можно будет и сюда вырезать на край, и на стол, чтобы зашла. Ну да. И здесь точно так будем ложить край, чтобы заходила на этот сам. Здесь глиной замажется. А здесь надо будет планочку, наверное, прибить, и чтобы потом мы сверху уже на планку ложили, сюда закладывали. Да? Ну, друзья, вот так вот получится. Окошко здесь небольшое мы все-таки решили с Алексеем сделать. Потому что грибы тут растут, и нужно видеть, что пора идти за грибами. Да. Ну, в общем, вот это заложится у нас. Ну, вы видите, что здесь многие говорят, меньше чурок надо будет. Ну, тут 3 чурки или 4 чурки на этом. Но зато мы будем видеть, что творится на улице. То есть, и, конечно, будет свет падать. Здесь у нас под этим окошком как раз печурка. И на печку будет хорошо видно, когда готовишь, свет будет падать. В общем, прекрасно будет. А потом же мы ж еще планируем, друзья, здесь сделать навес, летняя кухня. Надо же будет, столик накрываешь в окошко, раз посмотрел, что накрыто, что нет. Сами понимаете. Ну, в общем, как-то так, друзья. Ну что, будем потихоньку собираться. Да. Раствор закончился. Да, раствора нет, раствор закончился. Это уже должно сухнуть. Да, надо же еще нам все будет зашить. Еще все зашить. И растопить печку опять, как в прошлый раз. И чтобы она сохла. Иначе вот это вот ничего не высохнет. Пойдем, пойдем, Карлос. Ну, вот эти опасные вещички разложи аккуратно, куда надо там. Карлос чуть не остался там в избушке. Уже заколотили все отверстия и уже закрывали двери. Как слышу, хрюкает кто-то, похрапывает. А то б заколотили, и он бы сидел бы. Я бы не понял, где он спрятался. Пришлось бы его искать очень долго. Так, немного дровишек оставили. Вроде все с печи убрали. Максимально от трубы все отодвинули. Надеюсь, все будет в порядке. Ничего не загорится. Тихо, спокойно. Так, ну что, опять придется по темному идти домой. Поэтому быстренько грузимся и в путь. Ну а с вами буду прощаться. Увидимся в следующих сериях. Всем мира, здоровья и добра. Пока-пока. Карлос, помаши лапой.